Hi guys! Welcome to our channel. How is going? I hope you're well, because today we are going to discuss the simplest topic in English. It's present tenses. And let's go! В английском языке существует 4 видовременные формы. Это simple, continuous, perfect и perfect continuous. И сегодня мы все 4 рассмотрим в настоящем времени. И начнем мы с present simple. Конструкция present simple, то есть настоящее простое, очень легкое и незамысловатое. Все, что нам нужно понять, это то, что глагол имеет окончание s только в тех случаях, если мы говорим про третье лицо he, she, it. В остальных случаях are, you, we, they мы употребляем просто глагол в первой форме. Итак, когда мы употребляем present simple? Первое, если мы говорим о расписании. Например, the plane takes off at 8 a.m. Самолет отправляется в 8 часов утра. Это происходит регулярно, то есть это расписание. Следующее – это факты. Например, the sun sets in the west. Солнце садится на востоке. То есть это факт, который всемирно известен. Также действия, которые происходят регулярно, или же наши привычки. Например, I watch TV every day. Я смотрю телевизор каждый день. Кроме present simple, существует еще также present continuous. Мы используем это время, чтобы описать действия, которые происходят в момент говорения прямо сейчас. Например, I'm writing on the board now. То есть сейчас я пишу на доске. А также оно будет уместно в тех случаях, когда мы хотим рассказать о чьих-то привычках, которые нас очень раздражают. Например, he's never listening to me. Он никогда меня не слушает, и это меня очень раздражает. Конструкция present continuous выглядит следующим образом. Это be в настоящем времени. При местоимении I мы употребляем am. При таких местоимениях, как you, we, they, мы употребляем are, это множественное число, а при единственном числе с he, she, it мы употребляем is, а также добавляем глагол с single окончанием, или, как его еще называют, герундий. Давайте сейчас распрягаем глагол be. I am writing, we are writing, and she is writing. В следующее время present perfect, настоящее совершенное, имеет следующую структуру. Have или has, в зависимости от местоимения, плюс глагол в третьей форме, то есть past participle. То есть мы добавляем окончание ed, если это простой глагол, а также есть неправильные глаголы, которые такому правилу соответствовать не будут. Например, drink, drank, drunk. Третья форма drunk. Как выглядит пример? Have, has, watched. То есть have или has и третья форма глагола. Итак, рассмотрим случаи, когда употребляется настоящее совершенное. Первое – это когда действие произошло, случилось или не случилось до того момента, как я вам сейчас о нем сообщаю. А также мы заинтересованы в результате. Например, I have watched this film just now. Я знаю, что произошло в этом фильме уже в данный момент. То есть это результат. Еще один случай – это когда мы говорим о действии, которое началось в прошлом, еще не закончилось и продолжается до настоящего времени. Здесь уместно будет использовать since или for. Например, I have lived there since April. Я живу здесь с апреля. То есть это началось в прошлом, и я все еще здесь живу. Следующее и последнее время – это present perfect continuous. Его форма выглядит так. Модальный глагол have или has в нужной форме в зависимости от местоимения, плюс been и плюс глагол с синговым окончанием. Present perfect continuous будет использоваться в тех случаях, когда мы хотим сказать о действиях, которые начались в прошлом и продолжаются до настоящего момента. Например, the boys have been playing football since morning. Мальчики играют в футбол с утра. А также будет уместно его использовать, когда мы говорим о действии, которое еще находится в прогрессе. Например, he is
been thinking about taking part in the competition. То есть он еще думает над тем, принять участие в конкурсе или же не принять. Thank you for watching this lesson. We believe that you revised your knowledge about present tenses. Thank you for your attention. Bye.